корейский стритфуд – жареные роллы с лапшой. Вы когда-нибудь ели такое? Не уверена. Итак, нам понадобится лапша из сладкого картофеля 100 грамм. Также она имеет название фунчоза или крахмальная лапша. Варить ее нужно в кипящей воде в течение 8 минут. Затем извлеките из воды, не ополаскивая, и положите отечь и остыть. Будьте аккуратны, используйте щипцы и можете немного постряхивать, чтобы помочь воде отечь. Если у вас нету фунчозы, не беда. Одна упаковка лапши быстрого приготовления тоже подойдет. Совершенно абсолютный доширак или любой другой. В упаковке, как правило, 2 пакетика. Пакет с овощами можно использовать, а можно нет. Засыпаем суповую смесь и кипятим воду. Когда вода закипела, мы закладываем туда лапшу и варим в кипящей воде 1-2 минуты. Зависит от плотности лапши. Она всегда разная. Затем также извлекаем из воды и даем лапше отечь и остыть. Теперь, когда обе лапши остыли, то нарезаем их ножом или ножницами. Ножницами, сразу скажу, гораздо удобнее, потому что лапша, которая фунчоза, она достаточно липкая. Далее мы должны добавить специи. Сахар 1 чайная ложка и немного кунжутного масла. Немного, чтобы она не была слишком скользкая. Затем соевый соус в объеме 1 чайной ложки. Соль добавлять уже не нужно. И все это хорошо перемешиваем, оденьте перчатку. Теперь другие ингредиенты. Немного моркови мы должны будем с вами нарезать соломкой. И также зеленый лук. Овощи они добавят цвета и вкуса, но если вы не хотите класть овощи, это можно опустить. Немного зеленого лука мы нарезаем тонкими кольцами. Теперь нам нужно будет эти овощи с вами немного приготовить на сковороде. Мы нагреваем сковороду с растительным маслом и пассируем на ней морковь. Когда морковь размякнет и поменяет цвет, мы закладываем зеленый лук и пассируем еще буквально несколько секунд. Теперь закладываем овощи в крахмальную лапшу. Также добавим немного обжаренных кунжутных семян, щепотку. И все это хорошо перемешиваем. Теперь приготовим кляр. Для этого нам потребуется 1 яйцо. Мы его разбиваем в глубокую миску для смешивания и добавляем 4 столовые ложки муки. Или же такие пропорции: 2 столовые ложки муки и 2 столовые ложки картофельного крахмала. Если же картофельного крахмала нет, тогда 4 столовые ложки муки. И добавим щепотку пищевой соды. Соду гасить не надо. И вода 2-3 столовые ложки. Зависит от жесткости воды и мягкости муки, то есть от помола муки. И добавляем 1 щепотку соли. И все это хорошо перемешиваем до получения однородной массы. То есть я говорила 2-3 столовые ложки воды. Если вы увидите, что смесь достаточно плотная, добавьте еще воды. И вот до такой консистенции блинного теста, вот посмотрите, как это должно выглядеть. Кляр готов. Теперь водоросли. Обычные водоросли для роллов. Листы нори 3-4 штуки нам потребуется. Мы должны будем водоросли сложить с вами пополам. Некоторые водоросли бывают более хрупкие, некоторые более плотные. Обратите внимание. И затем разрезаем листы по прежде сделанному сгибу. Удобнее всего, конечно, это делать ножницами, но можно, в принципе, сделать это и ножом. Теперь, когда все у нас с вами готово, приступаем к заворачиванию. Положите лист водорослей блестящей стороной вниз, а рифленой стороной наружу.
И теперь начинаем закладывать начинку. Удобнее всего это делать азиатскими палочками, так как начинка достаточно скользкая, так что лучше пользуйтесь ими. Или же наденьте перчатку и делайте это руками. Теперь, заложив начинку таким образом, мы должны завернуть ролл. Обратите внимание на то, насколько хрупкие и ломкие ваши водоросли. И, соответственно, делайте это более аккуратно или более уверенно. Подверните водоросль под начинку и заворачивайте, но не до конца. Смажьте край листа водой, чтобы быть уверенным, что этот ролл будет хорошо закреплен. Заворачиваем, немного прижимаем и вуаля, наш ролл готов. То же самое мы делаем и с другой начинкой. То есть, если мы готовим роллы с лапшой из доширака, вытрите доску, если там осталась вода, и давайте еще раз посмотрим на то, как это нужно делать. После того, как все роллы завернуты, мы должны нарезать их на 3 или 4 части. Делаем это ножом или ножницами. Сразу скажу, ножницами это делать гораздо удобнее. Теперь нагреваем растительное масло для жарки на уровень чуть выше размера ролла. И капнем туда кляром в масло. Капля должна зашипеть и подняться, значит масло нагрелось. И можно загружать туда роллы. Сначала мы их погружаем в кляр и затем уже в кипящее масло. Будьте аккуратны, немного стряхните кляр. Очень удобно для этого пользоваться азиатскими палочками. Жарим 1 минуту, периодически переворачивая роллы на другую сторону. Затем извлекаем их из масла и даем им отечь. Лучше всего использовать железное сито, поскольку железное сито оно не сломается от температуры. Затем снова нагреваем масло и жарим роллы второй раз до золотисто-коричневого цвета. Не забываем периодически их переворачивать. Когда желаемый цвет достигнут, вынимаем роллы, складывая их на сито и даем отечь маслу. Настало время приготовления диппинг-соуса. Нам с вами потребуется уксус в объеме 1 столовой ложки. Затем соевый соус, также в объеме 1 столовой ложки. Кунжутные семена, обжаренные, пол столовой ложки. Красный молотый перец, пол столовой ложки или меньше, если не можете есть сильно острое. И немного зеленого лука, нарезанного мелкими кольцами. Все это мы с вами хорошо перемешиваем и можно сервировать.
Вот такая интересная, быстрая и несложная закуска у нас с вами получилась. В Корее это фастфуд или стрит-фуд. Снаружи достаточно плотная оболочка, а внутри все сочное и мягкое. То есть он хрустящий и в то же время сочный. С соусом это в 2 раза вкуснее. Но это также очень хорошо сочетается с соусом токбокки. Вообще эти 2 блюда буквально созданы друг для друга. Поэтому если можете приготовить токбокки, то приготовьте их и ешьте их вместе с этими роллами. А роллы можно окунать в соус от токбокки. Кстати, в Корее можно купить вот эти самые роллы в виде полуфабрикатов в магазине. Так что если у вас есть корейский магазин под рукой, то можно и не заморачиваться, а просто их пожарить. Приятного вам аппетита!